Это один снимок с больничной камеры видеонаблюдения. Словно бы тень в плаще прилегла на пустующую кровать в коридоре. Но, по словам сотрудников, на кровати в то время никого не было. Да и в плаще по больничным коридорам ходить нельзя. Может быть, смерть набирается сил после схватки с врачами, в которой последние победили. В больнице царило напряжение. Неделями они боролись с неведомым вирусом, который унес уже слишком много жизней. Доктора и медсестры работали беспощадно, но власть смерти оставалась крепкой. И вот, в один скорбный вечер, когда больница опустела и только тихий шорох поднимался из коридоров, появился тот снимок. Расплывчатая фигура в плаще, будто парящая в воздухе, спокойно прижалась к кровати. Казалось, что она оживает, набирая силу после битвы. Сотрудники, увидевшие этот снимок, испуганно переглянулись. Кто же мог быть той таинственной фигурой? Неужели это была смерть сама? Они решили проверить эту информацию. Но когда они подошли к кровати, ожидая увидеть знаки наличия кого-то, в коридоре было полнейшее пустое место. Никаких следов, никаких остатков. Как будто все было просто иллюзией. Сотрудники начали сомневаться в своем здравом смысле, думая, что у них начались галлюцинации от усталости. Но в глубине души они по-прежнему верили, что видели что-то необычное. С каждым днем больница оживлялась, и победы над вирусом стали становиться все чаще. Однако, врачи замечали, что пациенты, которые умирали, часто говорили о таинственной фигуре в плаще, которая приходила к ним перед смертью. Смерть. Все сотрудники начали думать, что они стоят перед самой смертью, перед ее непостижимой силой. Ведь что может быть сильнее, чем она? Со временем больница победила вирус, но сотрудники остались с этими невыясненными фотографиями, историями и эмоциями. Но, главное, они поняли, что их работа– это не только оживление и спасение, но и сопровождение пациентов в их последний путь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.